Группа Вагнера – это закрытая военизированная структура с тренировочным лагерем в поселке Молькино, недалеко от Краснодара на юге России. Центр располагается на территории объектов, принадлежащих 10-й бригаде Главного управления Генерального штаба Российской Федерации. Вероятно, именно здесь работает механизм по найму и подготовке так называемых российских добровольцев. Сразу после вербовки бойцы должны продемонстрировать высокий уровень дисциплины и мотивации. Наемники должны убедить командование, что они не дезертируют или не убегут со своих позиций. После этого они отправляются в какую-либо из стран, где России понадобится их служба. Они получат оружие, карты и любые инструменты для выполнения поставленной задачи. Без каких-либо вопросов, ведь они уже дали на это свое молчаливое согласие. С этого момента они получают неофициальный статус и становятся наемниками, часто совершая преступления на территории других государств. Несмотря на строгий запрет рассказывать в прессе или вообще где-либо за пределами ЧВК о ее деятельности, один из бойцов из-за своих личных мотивов решил нарушить этот непоколебимый закон. В случае гибели сообщают по телефону, который каждый из нас, уезжая из России, оставлял контактные своих родственников на случай наступления гибели. После того, как человек погибает, его родственникам звонят, сообщают, что их близкий погиб. После чего организация старается и практически всегда выполняет свои обязательства по доставке обратно в Россию тел погибших. И после оформления определенных документов специально назначается человек, который едет к родственникам лично. Во-первых, привозит тело, во-вторых, выплачивает обещанные деньги. Уткин отбирает в наемники мужчин среднего возраста от 35 до 50 лет, обычно с семьей и большими долгами, которые этот человек не может выплатить. Обычно такие люди проживают в регионах, ведь в Москве или другом крупном городе легче найти нормальную работу. Их тренируют 3 месяца совместно с российским спецназом, который часто и сам не догадывается об этом сотрудничестве. Многие из наемников – ветераны тех или иных боевых действий. Некоторые из них воевали в Чечне, другие в Грузии, поэтому они все располагают огромным боевым опытом, и у всех них наблюдаются проблемы с социальной адаптацией в гражданской жизни. Хочется донести до людей, что те, кто выполняет свою работу в этой далекой стране, они не конченые подонки, бандиты, убийцы. Это люди, оставшиеся за кормой жизни. Это люди, которые много лет посвятили себя служению Родины. Среди моих товарищей много было бывших отставных военных, полицейских, спецназовцев, людей, связанных с ратным трудом, и которые после увольнения со службы остались у разбитого корыта с мизерной пенсией. И эти люди, которые всю жизнь занимались своим ратным трудом, они не могут найти себя на гражданке. Многие из них являются ветеранами боевых действий различных горячих точек, начиная от Афганистана и заканчивая Чечней и Украиной. В 2014 году Россию мотивировал страх из-за постоянных военных ошибок, например, в Чечне, Афганистане и других точках по всему миру. Тогда смерть российских солдат вызывала народный гнев у большинства населения России. В поздних военных операциях Советского Союза и конфликтах России погибли десятки тысяч российских военнослужащих. Но так как о наемниках в книгах никто не напишет, реакция будет другой. Lives of Russian mercenaries are cheaper than those from other countries. The quality is quite high.
The quality is quite high. And the quantity, well, there is a lot of middle-aged men in Russia with sort of enough military background who are able and, most importantly, willing to die for sort of either Russian national interests or for their pecuniary interests. And there is a never-ending pool of resources. The government can solve its issues without any soldiers involved. Private interests of certain factions or some individuals are also followed. And there is no public discontent in Russia. If you take a look at Russia's reaction on the decimation of the Wagner Group, well, many Russians are saying, well, they had it coming. They knew why they were in Syria, and, well, they are mercenaries. Члены частных военных компаний зарабатывают в разы больше, чем военнослужащие регулярной армии, но и риски, которым они себя подвергают, гораздо выше. Наемники ЧВК Вагнера получают приличную по российским меркам зарплату, а источники их финансирования тщательно скрываются. Деньги получают только наличными, никаких банковских переводов, никаких безналичных расчетов, только наличные и только по прибытию из командировки в Молькино. Платят в тренировочном лагере, платили от 60 до 80 тысяч в месяц, на боевых где-то от 200 до 300 тысяч. Вот. Но опять же, эти деньги человек может получить только по возвращению на территорию России. Но была и другая, более веская причина использовать наемников. Они полезны в непосредственных боевых действиях на местах, а тот, кто их туда отправляет, может спокойно отрицать какую-либо связь с ними. Этот принцип отлично продемонстрирован в столкновении у газового месторождения на востоке Сирии. Евгений Пригожин – тот, кого называют человеком эпохи Возрождения теневых военных операций России. Отсидев 8 лет в тюрьме за мошенничество, грабежи и склонение несовершеннолетних к проституции, Пригожин начал свою карьеру предпринимателя в 90-е. Открыл закусочную с хот-догами и гамбургерами. Благодаря своему особому стремлению к богатству он смог стать частью сферы влияния Путина. После распада СССР и бума в частном секторе экономики России Пригожин инвестировал в первую в Санкт-Петербурге сеть магазинов, а со временем открыл дорогой ресторан на воде под названием New Island. Именно здесь он впервые обслужил Владимира Путина. В начале нулевых Пригожин использовал свои выгодные связи, чтобы заполучить многомиллиардные контракты в пищевом, военном и строительном секторах. Он даже получил прозвище «повар Путина». Но это не просто ресторатор, а очень и очень богатый человек. Его официальный бизнес – стремительно расширяющаяся компания, предоставляющая услуги питания для сотен тысяч российских солдат, полицейских, прокуроров, пациентов больниц и школьников. Взамен он получает государственные тендеры на как минимум $3 миллиарда с 2011 года. The phenomenon of private entrepreneurs, or quote private entrepreneurs, because they're not private, that's for sure, in Russian policy goes back to the czars who used to use people because it gave them plausible deniability. It also relieved the stress on the state budget. They don't have to pay for it. The private entrepreneur pays for it and does this. But it's become ubiquitous under Putin. Think about this. Other businessmen presumably are involved one way or another in financing these kinds of what you might call gray area phenomena or, under the radar military operations. But they are military operations. They are part of a broader national security strategy to upend the West, unhinge Western societies, and advance Russian national interests. Операции Пригожина и его структур задействованы и в теневой деятельности российских спецслужб. Поставленная на поток создание фейковых новостей, запугивание журналистов, вмешательство в выборы, политический контроль, а также подготовка и организация военных операций. Пригожина связывают с агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге, также известным как «Фабрика троллей».
Наибольшее внимание агентство привлекло во время вмешательства в выборы в США в 2016 году в пользу кандидата Дональда Трампа. Обвинение Пригожин отрицает до сих пор. Но его фабрику троллей небезосновательно связывают с крупнейшей кампанией по дезинформации, во время которой была опубликована 71 тысяча твитов с российской версией катастрофы малазийского Боинга MH17. Эта же структура опубликовала тысячи сообщений в поддержку Брексита. Более того, независимые журналисты доказали, что дезинформация, политическое вмешательство и военные интервенции фабрики Пригожина напрямую связаны с Министерством обороны России и военной разведкой ГРУ. Личные инфраструктуры Пригожина и других, связанных с государством предпринимателей, служат для отвода глаз и отмывания денег на случай проведения незаконных военных операций России. Putin has placed his old friends, his old individual friends, in all of the top positions in state economic enterprises. Friends from the KGB and the FSB, friends from Leningrad and St. Petersburg, where he grew up. And they now control all of the decisions that are made in business contracts by all of these large Russian enterprises. That means that they control the contracts in defense industry and defense industrial exports. What do you think that means about where their interests lie when we're talking about Ukraine and Syria? They control civilian nuclear industry, including the exports of civilian nuclear industry that go to Iran. Again, where do you think their interests lie when we're talking about Iran? They also control natural gas exports. And the thing to think about when we're thinking about contracts and the ability to approve or not approve a contract in the current Russian system is that that means you have the ability to take your little bribe off the top for allowing the contract to go ahead. And so whenever we're looking at Russian state budget expenditures, you got to take somewhere between 10, 20, 25% off the top and realize that everybody knows that that amount of money is just going to pay us. Что касается ЧВК Вагнера, то связи наемников с высшими российскими чиновниками отличают их от их современников. Появление наемников на фронте геополитических горячих точек стирает линию между личными интересами Пригожина и политическими амбициями Кремля. Пригожин получает прибыль в тех странах, в чьи интересы вторгается Россия, используя частные военные компании Пригожина. Ко всему прочему, Пригожин зарабатывает престиж и политический капитал, открывая дорогу к новым контрактам. В Росії тільки там якісь такі, і кожний з таких підконтрольних російським спецслужбам і владі олігархів, він отримав таке завдання, щоб він контролював той чи інший напрямок, власне, тих от силових структур. Це було пояснено ним дуже просто, що, дивіться, це ж в ваших інтересах. Якщо вам треба буде щось вирішувати, ви вже будете мати свою там охоронну, грубо кажучи, структуру, яка може виконати вирішити ваші будь-які проблеми за межами Росії. Їх зараз попереджав за межами Росії. І так і вийшло. Чому всі на Пригожина? Тому що Пригожина були інтереси в різних країнах світу, і Пригожин і там випливав з підписами контрактів, а це все треба було охороняти, місцевих наймати не можна. А кого можна було наймати? Зрозуміло, що треба якусь було організацію. От вона, на цьому фоні вони всі і були пов'язані. Просто Пригожин найближче знаходився по ієрархії десь до керівництва Російської Федерації, тому ми про нього більше знаємо і більше бачили і чули. В то же время желание Пригожина перетянуть на себя инициативу и стремление расширить личное влияние привели к уничижительным провалам Кремля. Сперва попытка захватить газовое месторождение в Сирии, охраняемое сирийскими силами обороны и американским военным контингентом в восточной провинции Дейр-эз-Зор в феврале 2018 года. Тогда наемники Вагнера понесли серьезные потери во время контратаки сил США. Кремль судорожно искал оправдание этому инциденту, но так и не нашел.
В другом инциденте в Сирии вагнеровцы сняли и выложили компрометирующее видео в своих социальных сетях, где запечатлели пытки, убийства и обезглавливание гражданского лица в Пальмире. Однако вагнеровцы, как и другие группировки наемников, в России незаконны. Это усиливает контроль за ними и обязывает их быть преданными Пригожину или спецслужбам, если они не хотят сесть в тюрьмы на долгие годы. А для тех, кто при власти, типа Пригожина, незаконный статус ЧВК позволяет им устанавливать монополию на подобные услуги, потому что те, кто сами пытаются нанять для себя наемников, могут быть арестованы по указанию Путина. В своей основе вся российская система лежит в этой серой зоне, и это работает. Ведь тогда люди, которые при власти, могут не сомневаться, что зарабатывают только их друзья, и, способствуя этому, они сами могут заниматься всем, чем хотят. Other businessmen presumably are involved one way or another in financing these kinds of what you might call gray area phenomena or, under the radar military operations. But they are military operations. They are part of a broader national security strategy to upend the West, unhinge Western societies, and advance Russian national interests. At the same time, there are thousands of men involved in various paramilitary groups, and they are outside the regular chain of command. They belong to Putin, as does the state. And they've created these private militaries who are loyal to the state, who are also there to make money for their bosses and for the state. The operation in Syria, for example, was aiming at a refinery, which obviously somebody in Moscow had major interests in. So this is a complex phenomenon which is part of the larger Russian national security strategy of nonlinear, fifth generation, hybrid, whatever you want to call it, war.